Милан – это главный мегаполис на севере Италии, который кардинально отличается от Рима или Флоренции. Если Рим – это история и древние руины, то Милан – это динамика, стиль, бизнес и современный ритм жизни. Это экономическое сердце страны и одна из признанных мировых столиц моды и дизайна. Милан – это мекка для всех, кто неравнодушен к стилю. Сюда приезжают ради высокой моды, прогуляться по Золотому квадрату и заглянуть в культовые бутики. Пройдя до конца галереи Виктора Эммануэла II, мы с вами выходим на площадь перед Миланским собором. Колоссальный собор из белого мрамора, который строился почти 6 веков. Стиль готика с тысячами скульптур и шпилей, устремленных в небо. По количеству скульптур собор занимает первое место в мире. В 1774 году самый высокий шпиль собора 108 метров увенчала 4-метровая позолоченная статуя Мадонны, покровительница города. Миланский собор – это не просто главный храм города, а один из самых грандиозных долгостроев истории человечества. Его воздвигали почти 600 лет, и в его создании приняли участие десятки архитекторов из Италии, Германии и Франции. Именно поэтому собор получился абсолютно уникальным. Визитная карточка собора Дуомо – это его невероятный лес из 135 мраморных шпилей и более чем 3400 статуй. Внутри собора под главным алтарем, под самым куполом, хранится одна из важнейших христианских реликвий – священный гвоздь, который по преданию был взят с распятия Христа. До середины XIX века никакого простора здесь не было. Вокруг стоявшего веками собора теснились хаотичные средневековые кварталы, грязные таверны и лавки ремесленников. Главный собор города буквально задыхался в этой тесноте, его монументальный фасад невозможно было рассмотреть издалека. В 1860 году, когда Италия объединилась в единое королевство, Милану срочно потребовался новый представительный современный центр, который отражал бы мощь и богатство молодой нации. Власти объявили масштабный конкурс на полную реконструкцию площади. Из 176 архитекторов конкурс выиграл молодой и амбициозный Джузеппе Мингони. Он предложил революционную по тем временам идею. Первое – полностью снести старые кварталы, чтобы открыть вид на собор Дуомо. Второе – сделать площадь строго прямоугольной, окружив ее монументальными зданиями с арками в стиле неоренессанса. Третье – построить грандиозный крытый пассаж из стекла и железа, который соединил бы площадь Дуомо с площадью перед театром Ла Скала. Строительство началось в 1865 году. Первый камень в фундамент заложил сам король Виктор Эммануэль II, в честь которого галерею и назвали. Всадники, стоящие у входа галереи, периодически патрулируют, а также элемент торжественного протокола. Их можно увидеть в выходные и праздничные дни, в особые даты или официальные визиты и мероприятия. Перед вами вход в знаменитую галерею Виктора Эммануэла II, которая расположена рядом с Миланским собором Дуомо на площади. Эта галерея построена в стиле неоклассицизма с элементами эклектики во второй половине XIX века. Галерея знаменита своей грандиозной стеклянной крышей и куполом, мозаичатым полом, а также роскошными бутиками, отелями и историческими кафе. На момент постройки 1865 по 1877 годах использование масштабных металлических конструкций в сочетании со стеклом было революционным. Проект Мингони стал триумфом инженерской мысли. Для создания купола и свод потребовалось более 350 тонн железа и миллионы листов прозрачного стекла. Галерея стала прообразом всех современных торговых центров мира. Когда площадь и галерея наконец открылись, они мгновенно стали центром притяжения. Огромный восьмиугольный стеклянный купол в центре имеет высоту 47 метров. Галерея построена в форме латинского креста. Длина главной улицы составляет 196 метров, а поперечной 105 метров. Пол галереи украшен потрясающей мраморной мозаикой. В самом центре под куполом выложены гербы 4 главных городов Объединенной Италии. Милан – красный крест на белом фоне. Рим – капитолийская волчица.
Флоренция – лилия и Турино – это бык. Чуть выше у основания купола расположены 4 мозаичных панно, символизирующие 4 части света – Европу, Азию, Африку и Америку. У галереи есть жесткие правила, касающиеся вывесок. Все заведения внутри, будь то люксовый бутик Прада или даже ресторан быстрого питания, обязаны оформлять свои вывески в едином стиле – золотые буквы на черном фоне, никакого неонового пластика и ярких брендовых цветов наружу. Сами миланцы называют галерею «Гостиная Милана». Это не просто торговый центр, а главное место встреч, прогулок перед оперой в Ла Скала и неспешных разговоров за чашечкой эспрессо. Как туристическая локация и культурный феномен, это место способно подарить очень тонкий и мощный спектр эмоций. Когда человек впервые переступает порог галереи и поднимает глаза к 47-метровому стеклянному куполу, первая эмоция – это благоговение перед человеческим гением. Человек приобретает чисто эстетический восторг от того, как свет играет на мозаике и стекле в разное время суток. Галерея – это бурлящий котел из звуков, языков со всего мира, ароматов дорогого парфюма и свежего эспрессо. Галерея Виктора Эммануила II – это абсолютный олимп моды, роскоши и итальянских традиций. Это место, где вещи приобретают статус культовых артефактов. Сюда идут за вещами и инвестициями от главных мировых брендов Prada, Gucci, Louis Vuitton и другие. Посещение флагманного магазина Prada. Он находится здесь с 1913 года. Именно с него началась история бренда. Купить там классическую сумку или аксессуар – это не просто шопинг, а приобретение коллекционной вещи с уникальной историей. Здесь расположены бутики легендарных ювелирных домов, магазины швейцарских хронометров премиум-класса. Сюда заходят за статусными вещами, которые часто покупают в честь знаковых жизненных событий, свадьб, юбилеев или крупных достижений. Даже если речь идет о сувенирах, в галерее они особенные. Например, здесь можно найти дорогие качественные путеводители, стильные блокноты, шелковые платки с принтами миланской архитектуры или эксклюзивные ароматы для дома, которые будут пахнуть итальянскими каникулами. Каждая вещь, купленная здесь, ощущается как настоящий трофей. Перед вами арка здания Торre Civica, служащая парадным входом на главную пешеходную улицу Корсо Виттория Эммануэла II. Высокие каменные арки защищают пешеходов от дождя и солнца. Подобные галереи и коридоры тянутся вдоль всей улицы, позволяя комфортно гулять мимо витрин магазинов в любую погоду. Светящийся туннель – это традиционная южноитальянская праздничная иллюминация. Это не просто натянутые гирлянды, а сложные деревянные каркасы кружева, в которые вручную монтируются тысячи разноцветных светодиодов. Дизайн отсылает к архитектуре барокко и готики, создавая эффект объема. Для жителей и туристов эта арка служит своеобразным порталом. Выходя из метро или с площади Дуамо, человек заходит под эти яркие своды и мгновенно переносится в атмосферу Рождества и сказки. Подняться на крышу Миланского собора не просто можно, а нужно. Это одно из самых ярких впечатлений от города. Оттуда открывается потрясающий вид на Милан, и вы сможете в деталях рассмотреть знаменитый мраморный лес из шпилей и скульптур. Цены варьируются в зависимости от того, покупаете ли вы билет только на крышу или комплексный, включающий сам собор и музей. Только на крышу, без входа внутрь собора, пешком по лестнице приблизительно 19 евро для взрослых, 10 евро для детей от 6 до 18 лет. Есть комбинированные билеты крыша плюс сам собор Дуамо, музей, включающий несколько вариантов, варьируется от 26 евро до 40 евро. Детям до 5 лет вход бесплатный. Очереди в кассу на площади могут отнять у вас 1-2 часа. Бронирование билетов онлайн за несколько дней до визита сэкономит вам время. Поскольку терраса является частью действующего религиозного комплекса, то плечи и колени должны быть закрыты. Вас просто не впустят, даже если билет куплен на лифте. Милан – это динамичный, живой и ультрастильный мегаполис. Сюда приезжают за особым коктейлем из высокой моды, великого искусства, передовой архитектуры и гастрономических удовольствий. В городе Милан находится одна из главных шедевров в истории человечества – «Тайная вечеря»
Леонардо да Винчи, который находится в трапезной церкви Санта-Мария-де-ла-Грация. Билеты туда бронируются за несколько месяцев. Обязательно посетите Пинакотека Брера, художественная галерея, входящая в топ лучших в Европе, где хранятся подлинники Рафаэля, Караваджо и Монтеньи. В Милане находится Ла Скала, самый известный оперный театр в мире. Меломаны и туристы стремятся попасть сюда на культовые постановки, чтобы услышать лучшие голоса планеты и ощутить невероятную акустику и строгую торжественную атмосферу этого зала. Милан имеет идеальное географическое расположение. Многие используют его как базу, чтобы совершать радиальные поездки. Всего за 40-50 минут на поезде можно доехать до роскошного озера Комо, колоритного Бергамо, романтической Вероны или Турина. В Милан едут не за пасторальной открыточной Италией, а за ощущением того, как бьется сердце современной, элегантной и деловой Европы, которая при этом свято чтит свои вековые традиции.